Приветствую вас, друзья! Сегодня суббота, 2 апреля, и в этом видео поговорим о проекте BSwap, такой монетки, как BSV, потому что она за последние 2 дня показала достаточно существенный рост, то есть 200%, либо же 3 икса, учитывая временные рамки, да, 2 дня это достаточно много, и у всех чешутся руки что-то с ней сделать, да, либо купить, либо продать, либо где-то усреднить, и, соответственно, поступает большое количество вопросов, а я в свое время записывал обзор по этому проекту, поэтому наверное, есть какой-то моральный долг, да, дать по нему какую-то оценку и какую-то обратную связь. Значит, да, в первую очередь, чтобы нам долго не останавливаться на объяснении, что это за проект, рекомендую перейти на мой канал YouTube, и у нас есть уже обзор записанный, полноценный, на, не помню сколько, на, по-моему, минут 20, и я рассказывал, что это за проект, почему я в него инвестирую, какие перспективы, почему мы ожидали листинг на Binance, почему я сравниваю его с PancakeSwap и какую капитализацию от него жду для того, чтобы фиксировать. В общем, многие моменты по этому видео станет понятны, поэтому, кто не смотрели, рекомендую посмотреть. И, в принципе, все текущие, ну, все сегодняшние события мы будем сравнивать с этим видео, потому что там есть много некоторой статистики, от которой можно замерять какие-то параметры. Значит, я покупал этот инструмент по доллару в первый раз, потом усреднял по 8 и еще докупал по 30 центов. Об этом писал я тоже на своем канале Telegram. Кстати, кто не подписан, обязательно подпишитесь, потому что на YouTube информации, ну, раз в 20, наверное, меньше, чем на моем канале Telegram. Вот, соответственно, пост от 22 февраля писал о том, что докупил в долгосрочный портфель еще BSV. Тогда она торговалась по 38 центов. И писал, что пользуюсь DEX, нравится продукт, экономлю на комиссиях, есть стейкинг, еженедельное сжигание, тут ошибка ежемесячная должны быть, Binance в инвесторах и капитализация всего 70 миллионов долларов, но это вообще ни о чем. Сейчас у нас капитализация проекта 416 миллионов долларов, то есть вот от последней покупки по 30 центов уже почти, ну, там 6 иксов, сколько сейчас, 1,9 доллара торгуется. И, собственно, возникает вопрос, а что делать-то дальше с этим активом? Я скажу, что за себя, что я продолжаю холдить, и сейчас попытаюсь объяснить почему, да, то есть монета новая, истории у нее нету, да, непонятно, чего от нее ожидать, капитализация небольшая, вот только недавно залистили на бирже, и чтобы как бы понять, какие у нее перспективы, ну, я вот для себя провожу некий анализ, который сейчас с вами буду делиться. То есть, когда я покупал эту монету, она не торговалась нигде. Да, из биржи были только дексы. Это сам BSwap непосредственно, где она торговалась. Это был PancakeSwap, туда добавили пару. Это Dodo. И, наверное, и был еще какой-то Hotbit галимый, да, о котором никто не знает, никто там не торгует и так далее. То за 4 месяца, вот как я слежу за этим проектом, проект залистили, получается, на Тока Крипто, это дочерняя биржа от Binance, Gate.io, MXC, на Bybit, которого здесь еще нету, тоже популярная неплохая биржа, и, разумеется, Binance к торговым парам USDT, BUSD и BNB. Да, то есть, если я покупал проект, когда он еще не был нигде залистен, сейчас он торгуется на как бы, топовых биржах, то по мне так рано еще продавать. И листинг на вот эти биржи, особенно на Binance, я рассматриваю с точки зрения не того, что типа вот самый хайп прошел, самый пик нужно продавать, а с точки зрения того, что я сделал правильный анализ, да. Потому что мы ожидали листинга на Binance, он произошел, и для меня это показатель того, что у токена сейчас будет график, будет какая-то история, он наполняется ликвидностью, у него появляются какие-то, ну, соответственно, отработки по техническому анализу, можно будет торговать уровни, какие-то паттерны, видеть какие-то развороты и так далее. Ну, то есть уже станет нормальным ликвидным активом, поэтому для меня листинг это подтверждение того, что я проинвестировал в нормальный проект, а не какой-то щиток. То есть вот этот риск скама проекта, да, я считаю, мы его избежали, поэтому по мне так остается просто дожидаться явных моделей разворота, когда инструмент сформирует, и потом выходить, пока нужно наслаждаться профитом. Далее, некоторые метрики с вами просмотрим. Значит, на момент записи этого видео у актива было 70 тысяч холдеров. Да? Мы можем перейти на CoinMarketCap. 70 тысяч, это я и тогда говорил, что это офигеть как много. Ну, то есть это реально много для криптовалютного проекта. Вы можете там полазить по-разному, вы увидите, что там многие 10 тысяч не набирают. А на тот момент уже было 70 тысяч с капитализацией 70 миллионов. То сейчас мы можем увидеть, перейдя на контракты, опять-таки, зайдите на CoinMarketCap, нажмите на контракты, перейдете в количество холдеров, и вы увидите, что сейчас у проекта 123 тысячи держателей. То есть 123 тысячи кошельков, которые держат хотя бы там какую-то десятую
долю монеты. И это, разумеется, очень много, и тоже это один из критериев листингов на топовой бирже, потому что много людей ими торгуют, биржам интересны комиссии, соответственно, будет ликвидность, из которых они будут зарабатывать комиссии, и поэтому мы видим сейчас листинги одним за одним, и я думаю, впереди еще будут такие, как там KuCoin, OKEX и так далее. Вот, то есть этот показатель мне нравится, они за 4 месяца увеличили количество холдеров практически вдвое, да, там на процентов 80 где-то, если быть более точным. Далее на что можем обратить внимание. BSV – это дефляционный токен, да, то есть у него есть сжигание. На сайте мы можем перейти в раздел «Документы» и, собственно, здесь изучить все вообще, что вам интересно об этом проекте, посмотреть какие там комьюнити, роудмап, короче, там как стейкинг проходит, как свапы проходят, как фармить, про пулы ликвидности, все здесь очень подробно написано про все. Меня интересует сейчас вот про сжигание токенов, да. Я уже в первом видео говорил о том, что там огромный перечень того, как происходит сжигание монет, то есть огромное количество потоков BSV, которые затем отправляются на сжигание. И вот мы, если откроем BSV Burn History, то мы увидим все сжигания за 2021 год в каждом квартале, да, и мы можем увидеть, соответственно, сжигание за 2022 год за первый квартал, который происходит сейчас. И, соответственно, вот в феврале было сожжено 6 миллионов BSV, что в эквиваленте 4 миллиона долларов. И в марте было сожжено 5 миллионов BSV. То есть, представляете, 11 миллионов BSV было сожжено только за последние 2 месяца. У нас капитализация, не капитализация, в обращении максимально 700 миллионов монет. И вот давайте прикинем, да, то, что если у нас 11 миллионов токенов сожгли за, соответственно, 2 месяца, 11 разделить на 700 умножить на 100, то есть 1,5%, 1,6% всех токенов, которые когда-либо будут добыты, они изъяты из оборота и сожжены навсегда и никогда не будут добавлены обратно в предложение, в рынок, да. Это 1,5% от всего объема. Если мы 11 разделим на те монеты, которые в обращении, 257, правильно ли отображает? Тут написано 221. Нет, 259, окей, нормально. Total supply. Это те, которые выпущены уже монеты, 259. То мы получим аж 4,2% токенов уже сожжены от того, что есть сейчас в обращении, навсегда. Да, и мы можем соответственно, на их сайте перейти в эту транзакцию, увидеть, откуда производились эти сжигания, с какого контракта, да, с контракта там автокомпаунда, либо там с ревки, либо от торговых комиссий, перейти на комиссию и убедиться, что это действительно так. То есть мы открываем эту транзакцию. Что-то у меня проблемки какие-то с интернетом. Давайте сейчас телефоны перераздам. Загрузилось, отлично. И мы можем видеть, что вот с адреса контракта отправили на какой-то кошелек там DFF 3,5 миллиона монет. И, значит, с этого кошелька они должны уйти на нулевой контракт, на нулевой адрес. Да, вот у нас нулевой адрес, который заканчивается вот буквами DET, то есть 5 миллионов BSV, о которых там заявлено, были сожжены безвозвратно. То есть они больше никогда не поступят назад в обращение. И вот такая дефляционная модель является очень сильным механизмом для роста, потому что на протяжении месяца эти токены выкупаются с биржи, по чуть-чуть аккумулируются и затем сжигаются безвозвратно. И учитывая сейчас объемы текущего сжигания, я пока не вижу поводов для продажи, учитывая нарастающий хайп. И где-то я вам хотел показать еще один. Вот есть такой BSV токен, как называют его там, неважно, короче, такая статистика по сжиганию. И вы можете отследить, и я могу отследить, я вот отслеживаю, вами делюсь динамикой сжигания, да, то есть, но только на момент там, создания этого проекта в июне 2021 года вы посмотрите, какое маленькое количество токенов сжигалось, то есть 70 тысяч от торговых комиссий, 170 тысяч от аккаунтов, у которых нет рефералов, да, вот всякие эти автокомпаунды, лотерейные билеты, маркетплейсы, вообще сжиганий не было. То потом, спустя время, уже там в июле месяце, у нас появляются еще и комиссии с автокомпаунда, то есть с пулов за стейкинг BSV с автокомпаундом. Потом у нас появляются еще комиссии за лотерейные билеты, еще какие-то комиссии за NFT лаунчпады, еще с NFT маркетплейсов, и сейчас еще куча каких-то дополнительных добавилось с BSwap холдер пула, с какой-то royalty fee за NFT бас, я не знаю, это, видимо, в игрушке у них какой-то сквит там есть. В общем, с ростом проекта, с развитием проекта, с количеством новых холдеров в этом проекте, да, и активностью и его развития, разумеется, увеличивается сжигание.
Если в июне 2021 года, даже давайте так, не в июне, а вот в первом квартале после запуска проекта было сожжено всего 896 тысяч монет, то в последнем квартале, уже 2022 года, да, было сожжено аж 11 миллионов. То есть, представляете, спустя год за один квартал сейчас сжигают в 11 раз больше монет, чем сжигали в 2022 году, то есть год назад, в 11 раз больше. И опять-таки с ростом проекта, с ростом количества холдеров, с его листингами на разных биржах, с ростом интереса, этот объем сжигания BSV будет только увеличиваться. Следующее сжигание, кстати, вот уже 2 апреля, да, если было там 5 марта, 12 апреля, то примерно где-то в 5-10 числах апреля должно произойти очередное ежемесячное сжигание, которое также должно достигнуть где-то 5-6 миллионов. И я предполагаю, это будет новый хайп, да, потому что все, кто сейчас покупает, ну, новые участники рынка заходят в BSV, они еще не понимают, как бы, с чем они делают, они просто покупают токен на хайпе, да, то потом они будут видеть вот эти сжигания постоянные, какие-то новые фичи, и у них, по идее, должно еще больше подгорать от этих всех новостей. Вот, то есть, что имеем на данный момент за там, 4 месяца спустя последний видеообзор? В 2 раза выросло количество холдеров, листинги на топовые биржи. В 11 раз за год увидели количество байбеков и сжигания токенов BSV. И я не знаю на самом деле, что еще для роста нужно. То есть капа по-прежнему мизерная, 417 миллионов, даже если сравнивать с PancakeSwap, у которой 2,5 миллиарда. Кстати, у нас есть такой сайт замечательный, MarketCap я только сегодня о нем узнал, до этого ручками на CoinMarketCap сам сверял. То есть мы можем ввести сравнение двух проектов аналогичных, вот, например, BSwap и PancakeSwap, они два конкурента, как бы два DEX на блокчейне, на Binance Smart Chain, и мы видим капитализацию, да, то есть у BSwap 412 миллионов, в то время как у PancakeSwap 2,6 миллиарда. То есть еще нужно сделать с текущей цены еще 6 иксов для того, чтобы их капитализация сравнялась. А учитывая, что максимальная, ну, что сейчас PancakeSwap упал от максимума на 80%, у него хардкап был, давайте проверим, мне кажется, миллиардов 14, наверное. Так, давайте... Ой, нет, что-то я прикрутил немного, 7 миллиардов, да, в 2 раза меньше. 7 миллиардов был максимальная капитализация токена Cake, да, то есть, а на BSwap мы видим всего лишь 400 миллионов, то есть, ну, потенциал для роста для меня еще сохраняется. Я не планирую ничего продавать до тех пор, пока BSV не придет хотя бы к 1 миллиарду, да, потому что, ну, сейчас, мне кажется, это очень сильно недооценен этот инструмент с учетом, как бы, вот всех тех факторов, которые мы перечислили. Вот, поэтому мои ориентиры такие. Опять-таки, все, о чем я говорю, это просто мои размышления, это мои действия, да. Я делал обзор этого проекта, я в него инвестировал там по баксу, там по 80 центов и по 30 центов, и я делюсь своими планами. Я не знаю вашей позиции, я не знаю, кто где покупал, по какой цене, там вы откупали, перепродавали, вы торгуете, либо холдите. Я просто рассказываю вот свою позицию, что я буду делать с этим активом. Вот ближайшая как бы точка, где я буду рассматривать свои какие-то там зоны для фиксации профита, это 1 миллиард капитализации, то есть еще x2, плюс обязательно я буду смотреть по графику, потому что для того, чтобы мне зафиксировать, мне нужно наличие какого-то, ну, либо импульса хотя бы, да, то есть поставленной 5-волновой модели, сейчас ее не вижу, я вижу только 1-2, и волна, очевидно, 3 развивается с огромным количеством удлинений, которых сложно посчитать, то есть еще мне не хватает какой-то волны там 4 и будет 5, да, то есть примерно такого движения, плюс дивергенции нету, должны появиться, ну и желательно все это видеть на больших таймфреймах, то есть не 4 часа, а дневку. Если посмотреть график на CoinMarketCap, да, где есть у нас вся история инструмента, а не только после листинга на Binance, то мы можем увидеть одно большое накопление, да, один большой диапазон от 30 центов до 2 баксов. Вспоминаем, кстати, графики битка, да, если у нас есть огромное количество касаний одного уровня, вот, например, первое, второе, третье и сейчас уже четвертое касание одного и того же уровня, это значит, что либо с текущих, либо там с 5-го раза, но мы пробьем этот уровень. Поэтому меня не особо интересует, вот там сейчас мы палку дадим, либо через какую-то консолидацию, да, и потом продолжение. Но вот я вижу по графику, что тренд явно восходящий, что этот инструмент явно нужно холдить, и я его планирую холдить. И нужно ремарку делать, холдить не до того момента, чтобы там по наследству внукам передавать, да, а до тех пор, пока он какой-то существенный профит не покажет, и пока мне этого профита не будет достаточно для того, чтобы сказать себе стоп, все хватит. Вот. Пока, я повторюсь, ни одного показателя для того, чтобы сказать это слово стоп, я не вижу.
Что нужно для того, чтобы я там купил еще раз, точнее, я уже покупать не буду его, но там новым игрокам, которые видят этот актив и хотят его, например, купить. Очень не рекомендую залетать сейчас. Ну, то есть вы просто покупаете на хаях после того, как инструмент показал 3 икса, без понятных стопов, без непонятно куда идти, просто фома. То есть фома нужно избегать, как бы не нужно залетать как бы в рынок на хаях, потому что вас обязательно выгрузят. Значит, для того, чтобы сформировался новый какой-то сетап, что нужно либо увидеть какую-то коррекцию там с ретестом вот 1,2, $1, либо какую-то там горизонтальную коррекцию с распилом, да, например, как симметричный треугольник я часто торгую, и вот после этой сужения волатильности уже покупать и, наверное, обязательно выставлять стопы за основания, ну, потому что уже не в той вы стадии, да, чтобы там на долгосрок какой-то инвестировать, то есть только со стопом с целью прокатиться на еще одной движущей волне. По мере того, как будет рисоваться график, как он будет давать какую-то информацию, я, разумеется, об этом буду давать и в своем закрытом канале, и на открытом, поэтому подписывайтесь, кто еще не подписан. Короче, проект развивается, проект очень как бы динамичный. Binance его, кстати, поддерживает, добавила уже и маржинальную торговлю, и добавила стейкинг там с высоким APR, то есть 145%, по-моему, годовых, правда, это все ограничения. Кстати, еще один очень крутой кейс, который есть на Biswap, которого нет на всех других дексах. Это, например, стейкинг монет BSV с доходом в таких ликвидных инструментах, как Cardano, как эфир, BNB и биткоин. То есть вы можете залочить свои токены BSV и получать вознаграждение за стейкинг не в BSV, а вот в других ликвидных активах. Это на случай того, если у кого-то есть возражение, что зачем мне там один щиток стейкать, чтобы зарабатывать другой щиток. Вы можете не щиток зарабатывать, есть более ликвидные активы. Вот Cardano, эфир, BNB, BTC. Обратите внимание, что объем, количество монет ограничен, да, то есть можно в каждый пул отправить только по 500 BSV, и того на один аккаунт вы можете стейкать разные активы на 2000 BSV максимум, да, то есть по текущему курсу $2 это $4000, но я думаю, там большинство зрителей не самые большие объемы держат, этого будет достаточно. Если же недостаточно, например, $4000 на один аккаунт, вы можете создать 10 себе кошельков и 10 все, ну и на каждый стейкать вот эти инструменты, и получится более там существенный объем. Обратите внимание, что для того, чтобы воспользоваться этим пулом, необходимо залочить 200 BSV в пуле, в холдерском пуле, вот он, то есть холдер пул, здесь необходимо, ну, ваши токены залочатся на 3 месяца, поэтому 200 монет лочите здесь, а потом уже там по 500 можете раскидывать в каждый пул. Я не фармлю эти монеты, то есть ни биток, ни эфир, я фармлю BSV, вот с автокомпаундом 90% годовых сейчас охренеть, то есть понятное дело, что сейчас на этих новостях кто-то сливает, выводит из стейкинга и увеличивается APR, ну, по мне так хорошо, то есть я стейкаю уже 4 месяца и буду стейкать дополнительно. Если у вас еще аккаунта BSV нету, если вы там решите несколько кошельков создавать, то, пожалуйста, воспользуйтесь моими партнерскими ссылками на этом дексе, которые будут указаны в описании под этим видео. Если хотите раскрыть свою какую-то личную ситуацию, например, вот я покупал там BSV по 60 центов, что порекомендуешь делать сейчас? Или, например, я залетел на хаях по $2, что порекомендуешь делать сейчас? То я вам отвечу в комментариях под этим видео, хоть какую-то активность создадим. Ах да, прошу прощения, не все сказал. Обязательно подписывайтесь, пожалуйста, на канал, ставьте лайки, ставьте колокольчики, пишите комментарии. В общем, любую активность создавайте, чтобы алгоритмы YouTube могли рекомендовать это видео другим пользователям YouTube. Я эти ролики записываю абсолютно бесплатно, мне за это никто не платит, это никакая не реклама. Хотя бы YouTube канал, чтобы пользовался популярностью, пользовался каким-то спросом. Все, на сейчас точно все. Всем спасибо, до встречи на следующем видео.